Данное видео носит исключительно развлекательный характер и создан для таких же энтузиастов, как и я. На Авито дешевле, легче купить Android, собрал мусор, и я полностью с вами соглашусь. Ну кому это интересно, очередной БУ iPhone. Так и появился на свет этот проект, а точнее вторая его часть. Да, и кстати в этом видео есть нормальные английские субтитры, за перевод отдельное спасибо команде из U-Translator. Для быстрого и качественного перевода видео обращайтесь к ним, ссылка в описании. Если вы давние подписчики моего канала, то вы помните, что летом я пошел на эксперимент, закупил детали и собрал, можно сказать, свой собственный iPhone. Тогда это был iPhone 6s на 64 гигабайта и получилось как-то не очень дешево, да и результат меня не устроил. У него был китайский неоригинальный дисплей, который неплотно прилегал к корпусу, такая же китайская батарейка, было много косяков при сборке из-за вот этих корявых рук. В общем, как говорится, первый блин. Но видео получилось довольно интересными, я вам советую его посмотреть. Оно сейчас всплыло у вас в подсказках. Обязательно кликните и посмотрите. Сегодня я повторил тот эксперимент, но сделал все по уму. Более того, я собрал полностью кастомную семерку из оригинальных запчастей. Что из этого вышло, я уже знаю, но а вы смотрите этот ролик. С вами Android User, и не забывайте про лайки. Я реально старался. Кто не знает, мое нынешнее место жительства – Китай, поэтому раздобыть все необходимые компоненты для семерки – это вообще не проблема. Опыт из прошлого ролика показал, что на местных радиорынках города перекупы дерут втридорого, поэтому лучший способ сэкономить – это, конечно же, Taobao. Весь список деталей вы сейчас видите у вас на экранах, плюс я еще кое-что докупал отдельно, но в целом внутренности одинаковые, а конечная цена… Впрочем, вы ее узнаете чуть позже. Итак, с чего начинается смартфон? Конечно же, с корпуса, и у семерки было аж 6 расцветок. Черный, Jet Black, серебристый, золотой, розовое золото, и в конце жизни вышел красный Product Red. Он был самым трендовым и кричащий ярким, его я и купил. Есть вариант приобрести отдельно тело и все внутренности, но искать мелкие детальки у разных продавцов это, знаете, такое себе занятие. Да и выйдет всего лишь на 300-400 рублей дешевле, поэтому я купил БУ корпус разборки со всеми внутренностями, включая камеру, датчики, антенны Wi-Fi, GSM, батарею и моторчик Taptic Engine, но без платы. Продаван вообще обещал оригинал в идеальном состоянии. Так и вышло. Только вот состояние у него не очень. Куча мелких потертостей, местами коцки и самое обидное – яблоко серебристое, оригинальное, поцарапано и довольно жестко. Сразу говорю, потрепанный корпус – это самый неприятный сюрприз из сегодняшней сборки. В общем, довольно обидно, и тут можно было бы включить еврея и запросить пару шекелей обратно за обман. Но я экономлю ману для восстановленных флагманов с Taobao, вдруг какие косяки, чтобы спорить с продавцами. Однако на этот косяк у меня все же есть решение. Вот такая микросхема и яблочко за 500 рублей. Что это? Яблочко будет светиться, и это первый пункт моей кастомизации. Кстати, все сделано весьма качественно, и это не какой-то китайский колхоз. Следующее, что нам необходимо, это дисплей. Можно купить китайскую подделку за 1000 рублей без олеофобного покрытия и с плохим 3D Touch, как это я сделал в случае с iPhone 6s, но сейчас я задался целью собрать максимально приближенный к оригинальному iPhone 7, поэтому эта запчасть обошлась мне в плюс-минус 4500 рублей, или это где-то 70-80 баксов. И это вторая ступень моей кастомизации – черный перец. И впервые после корпуса я не пожалел о потраченных денежках, так как дисплей реально как новый, ни единой даже микроцарапинки. И вот тут мой градус настроения резко взлетел. Я был очень рад. Хорошо, что дальше? Дальше максимально главная деталь – это плата. Тут вспоминаем, что Apple, начиная с 6s, ввела привязку Touch ID датчика к плате, поэтому у продавана есть два варианта. Материнка за 5000 рублей, те же 80 баксов, но сканер отпечатка работать не будет. И такая же, но за 10 тысяч рублей с родным Touch ID. В 2 раза дороже. Экономить или нет, решать вам, а я же этого делать не буду. Берем ее и давайте поймем следующее. Покупая подобные материнские платы на Алиэкспрессе или Taobao, важно понимать, что в 99% случаев они просто окажутся восстановленными после ремонта, ну а в худшем случае у них будет заменена память. Такие методы используют в самых дешевых, собранных на коленке, восстановленных айфонах, и такие вы можете найти, например, на Алиэкспрессе.
Но, возможно, вам повезет. И, например, я получил материнку на 128 гигабайт с родной памятью с небольшими намеками на присутствие китайских рук. Конечно же, она восстановлена, но в принципе идеальная. Touch ID тоже в идеале, без царапин. На этом я не остановился и вспомнил про самый главный недостаток семерки – низкую автономность. Как это можно исправить? Купить расширенный аккумулятор, все логично. Так, подождите писать комментарии по типу он взорвется, вздуется и так далее и тому подобное. Та батарейка, которая уже установлена в корпусе, ну, вы видели, я купил корпус и в сборе с батарейкой на ней нанесены разные сертификаты, в том числе логотип Apple. Это не оригинальная батарейка, это полная китайщина, и она даже вряд ли соответствует официальной емкости в 1960 мАч, поэтому ее лучше сразу заменить. Я же потратил на новый аккум 1600 рублей, это где-то 30 баксов, и заказал от надежного продавца с сертификатами. Понятно, что они могут быть липовыми, как обычно, но у него 100 тысяч плюс покупок и куча положительных отзывов. Питание приехало в приятной коробочке, внутри я нашел сам аккум, инструменты для установки, инструкцию и двусторонние наклейки ленты для крепления к корпусу, прям как в оригинале. Новая емкость всего лишь на 200 мАч больше оригинала, то есть 2160, но я надеюсь, это даст мне хотя бы 30 минут жизни экрана дополнительно. Вообще процесс сборки полностью описывать не буду, в интернете полно инструкций. Итак, дубль 2. Начну с установки материнки и удаления батарейки для того, чтобы заменить логотип. Батарейка подалась не с первого раза, так как она была намертво приклеена и теперь в таком состоянии вообще не годится для использования. А вот с матерью все очень просто. Главное попасть в пазы для платы. Прикручиваем материнку нужными шурупчиками. Лично я смотрел видеоинструкцию по разборке и таким образом подбирал шурупы нужной длины. Но вы можете, например, посмотреть сайт iFixit. Там все расписано. Будьте аккуратны и не перекрутите, до легкого упора не более. Не забудьте про дополнительные заглушки из комплекта, они также важны. Затем я выковырил серебристое лого скальпелем, оригинальное лого. Я его не вырезаю, как может показаться, просто отклеиваю и устанавливаю новое. Не забываем микросхему со светодиодами, ну а дальше ставим новую батарейку повышенной емкости. И тут я конкретно облажался, потому что новая батарейка повышенной емкости занимает больше места в корпусе, чем оригинальная. И таким образом она не помещается вместе с микросхемой для подсветки логотипа. То есть мне пришлось выбирать. Если у вас официальная батарейка на 1960 мАч, то микросхема для подсветки поместится без проблем. Ну а я решил отказаться от нее, так как для меня все-таки повышенная емкость батарейки важнее. Кстати, в комплекте с корпусом есть все необходимые детальки, шурупчики, сим-лоток и инструменты, так что докупать ничего не надо. Теперь устанавливаем Touch ID в дисплейный модуль. Тут тоже аккуратно. Прижимаем все металлической защитной пластиной и крепим экран к материнке. Закручиваем также пластинами, как в оригинальной сборке, подключаем батарею, включаем. Работает. Да, детка. Блин, ну выглядит, ребят, он, конечно, просто секс. Ну все, мы сделали это. Выключаем, клеим герметичную наклейку, соединяем корпус с передней частью, прижимаем, закручиваем, включаем. Ебой! Все работает идеально. iOS 11, экран крутой, качественный, реально заметна разница между ним и китайщиной. Олеофобка отличная, 3D Touch работает правильно, зарядка идет, ну а внешний вид, вы только посмотрите, как это шикарно смотрится. Красный корпус и черный дисплей. Плюс жаль, конечно, что без светящегося логотипа, но все равно смотрится супер. Колхоз, скажете вы, а я отвечу кастом. Что касается компонентов, то экран, динамики, камеры, GSM антенна, ну то есть мобильная связь, Wi-Fi антенна, все работает отлично. До iOS 12 уже обновился и какого-то критичного нагрева я не увидел. Кроме того, телефон хорошо держит батарейку благодаря расширенной емкости. На этот раз я могу с уверенностью сказать, что эксперимент удался, результатом я более чем доволен и я надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, обязательно поставьте ему лайк, поддержите меня. И если здесь наберется 3000 лайков, то я обязательно сделаю опыт использования iPhone 7 восстановленного, сделанного собственными руками.
спустя несколько месяцев, может быть через несколько недель. Все зависит, конечно же, от вас. Не забывайте подписываться на канал, я в последнее время пропадаю, но все из-за сессии. Как только я ее сдам, сразу вернусь к YouTube и буду радовать вас новыми свежими видосами. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, там много новостей, можете задать мне личный вопрос. И на мой второй канал, ссылка будет в описании. С вами был Android User. До новых встреч. Пока.